Пару недель назад на рынке крипты все активно начали обсуждать нашумевший проект Aptos. Ведь проект проводил airdrop и раздавал огромное количество бесплатных токенов лишь за то, что вы просто установите их криптокошелек, из-за чего некоторым удалось насобирать до $4000, и после листинга на топовых биржах, а именно Binance, монета взлетела на 10 000 иксов за первые минуты после старта продаж. Но праздник длился недолго, ведь как быстро токен Aptos взлетел, точно так же быстро и упал, успев зафиксироваться на уровне $8. Такой сильный рост на старте был создан активной рекламой и громкими заголовками, что Aptos это убийца Solana. Но так ли это на самом деле, нам предстоит разобрать в этом видео. А также сегодня вы узнаете, что такое Aptos, кто стоит за этим хайповым проектом, почему фонды могут с легкостью слить монету до нуля, как зарабатывать с помощью этого блокчейна и стоит ли инвестировать в проект Aptos прямо сейчас. Всем привет, меня зовут Влад, и я рад вас видеть на канале Coin22, на котором очень часто выходят много интересных роликов. Поэтому, чтобы в будущем их не пропустить, обязательно поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. А мы начинаем. Чтобы вам было проще принять решение, инвестировать ли в проект или нет, давайте я вас познакомлю с ним поближе и раскрою все скелеты, которые скрывает Aptos. А поверьте мне, у него их очень много. История Aptos начинается с DIM. Для тех, кто не в курсе, DIM был провальной криптовалютой Facebook, или как сейчас правильно говорить, Meta. Meta начала работать на DIM еще в 2017 году. В то время DIM был известен как Libra. В отличие от нормальных криптовалют, Libra должна была стать, как бы это странно ни звучало, централизованным блокчейном, который бы контролировался Meta. А внутренний токен Libra представлял бы собой стейблкоин, подкрепленный фиатными деньгами Meta. Но когда Libra была представлена миру в 2019 году, начался кризис, и ни инвесторы, ни разработчики не решились продолжать заниматься развитием проекта. К тому же было много вопросов от регуляторов. Libra пыталась отказаться от всех планов по децентрализации, пыталась подчиняться глобальным банкам и даже пыталась переименоваться в DIM, чтобы пройти через всю эту бюрократию. Но это не сработало, и в январе этого года проект окончательно умер. Однако это не помешало некоторым разработчикам DIM запустить собственные криптопроекты, одним из которых является Aptos. Что касается Aptos, то он был основан в конце 2021 года вот этими двумя позитивными ребятами, которые раньше работали на Цукерберга, но потом ушли в свободное плавание. В принципе, выбор они сделали правильный, ведь в нашем телеграм-канале Coin22 мы публиковали достижения Meta за год, и скажу честно, они были не совсем положительные, так как компания потеряла почти 50% стоимости. Вообще в нашем телеграм-канале мы ежедневно публикуем для вас самые свежие новости, подробные отчеты и актуальные события из мира крипты, на которых вы можете зарабатывать. Поэтому подписывайся, читай и зарабатывай вместе с нами. Ссылка в описании. Странно, что у Aptos, как сообщается, более 350 людей работают над блокчейном. Тем не менее, только эти два парня отмечены как часть команды Aptos Labs на веб-сайте компании. Что еще более странно, так это то, что нет никакой информации ни о фонде Aptos, ни о его участниках. В условиях веб-сайта указано, что фонд Aptos Foundation находится на Каймановых островах, что считается офшорной зоной. Но напомню, что Aptos Labs базируется в США, и несмотря на эти особенности, Aptos удалось привлечь $350 миллионов от различных инвесторов за два раунда финансирования. Первый раунд был на 200 миллионов в марте этого года, а второй на $150 миллионов в июле, и whitelist Aptos был опубликован в августе. Второй раунд финансирования Aptos был особенно значительным, поскольку его возглавлял фонд FTX Ventures. Похоже, что FTX является одним из крупнейших, если не самым крупным инвестором Aptos. Вообще FTX инвестирует в различные похожие проекты, одним из которых является та же Solana, о которой мы снимали подробное видео и ответили на вопрос, стоит ли покупать эту монету. После инвестиций FTX в Aptos, Binance немного подзадумалась и объявила, что в сентябре инвестировала дополнительную нераскрытую сумму в Aptos Labs, и некоторые восприняли это как признак серьезного потенциала. Битва за венчурный капитал имеет смысл, когда вы понимаете, что Aptos использует блокчейн с доказательством доли. Это означает, что тот, кто владеет наибольшим количеством токенов APT, имеет наибольшее влияние на блокчейн. В случае Aptos это влияние инвесторов особенно важно, из-за того, что проект приближается к управлению сетью. Также важно отметить, что одним из крупнейших инвесторов в первом раунде финансирования был Eros Capital, печально известный криптовалютный хедж-фонд, который обанкротился в начале этого года. Но про инвесторов мы еще поговорим. Давайте разберем, что может предложить Aptos своим пользователям, чтобы гордо носить имя убийцы Solana. По факту Aptos это блокчейн первого уровня. Это значит, что его цель направлена на масштабируемость и безопасность, используя при этом Proof of Stake. Как и многие современные криптовалюты, команда Aptos утверждает, что их блокчейн является одновременно
одновременно масштабируемым, то есть быстрым, децентрализованным и безопасным, что логически невозможно из-за трилеммы блокчейна. Если кратко, трилемма блокчейна — это то, что криптовалюта может быть только децентрализованной и масштабируемой, масштабируемой и безопасной, или безопасной и децентрализованной. Каждый криптопроект в конечном итоге идет на какой-то компромисс. В случае с биткоином, например, масштабируемость приходится на безопасность и децентрализацию. В случае с Aptos они пожертвовали децентрализацией ради масштабируемости и безопасности. С технической стороны Aptos использует свой собственный язык программирования Move, который, собственно, и влияет на быстрые транзакции в сети. Самое важное, о чем заявляют разработчики, это то, что они знают, как достичь невероятно быстрой скорости обработки 130 тысяч транзакций в секунду. Для сравнения, ваша карточка Visa может обрабатывать в среднем 1700. Сейчас блокчейн Aptos позволяет обрабатывать до 4200 транзакций в секунду при теоретическом максимуме 160 тысяч. Текущие и максимальные показатели для основных криптовалют находятся перед вами. Обратите внимание, как на нем изображена Solana. Что впечатляет, так это то, что текущие 4200 транзакций Aptos также применимы к более сложным транзакциям смарт-контрактов. Это одна из причин, по которой Binance сделала дополнительные инвестиции в Aptos. В сравнении с Solana или другими блокчейнами, на первый взгляд, Aptos смотрится довольно бодро, ведь их язык программирования и своя система подтверждения транзакций действительно может, если не убить Solana, то стать неплохим конкурентом. Даже сам основатель Solana Анатолий Яковенко молчаливо признал, что команда Solana очень нервничает по поводу введения конкурирующего блокчейна. Это упрощает переход разработчиков из экосистемы Solana на Aptos. То же самое относится и к разработчикам, работающих на протоколах NIR и Polkadot. В принципе, уже некоторые проекты задумываются перейти на Aptos, что очень сильно настораживает Solana, особенно после того, как трейдеры NFT перешли на платформы Aptos. Но дело в том, что токены в блокчейне Aptos, по всей видимости, контролируются теми, кто их выпускает. Это означает, что любой токен в блокчейне Aptos может быть заморожен, сожжен или выпущен по желанию того, кто его создал. Это преднамеренная задумка, поскольку разработчики в Октябрьской конференции обсуждали, что блокчейн Aptos может соответствовать правилам, точно так же, как и неудавшийся DIM, чтобы меньше было вопросов от ребят из SEC. Но в наше время, помимо технологических возможностей, на цену монеты также влияет ее токеномика. Ведь сами знаете, если большая часть монет будет сосредоточена на кошельке только у одного человека, то можно будет легко контролировать движение цены. И сразу небольшой спойлер, у Aptos с этим большие проблемы. Когда дело доходит до токеномики, никто на самом деле не знал, как будет выглядеть токеномика APT, незадолго до того, как начались торги на биржах. Это был, пожалуй, самый большой красный флаг для криптосообщества, которое задало вопрос о том, как криптобиржи могут залистить монету, которая даже не опубликовала свою токеномику. Первоначальный запас монет APT составил 1 миллиард. Около 13,5% было выделено ранним инвесторам, 16,5% было выделено фонду Aptos, 19% APT отдали основным участникам, что предположительно означает Aptos Labs, и остальные 51% были выделены для сообщества Aptos. И подробный график распределения этим организациям выглядит непосредственно вот так. Мы видим, что на начальном этапе большую долю разлоченных токенов имеет комьюнити. Однако, несмотря на то, что указан большой объем, раздали токенов за установку кошельков и нод совсем немного, около 2-3%. Все эти монеты фонды могут легко выкупить, и все монеты будут находиться у них. Следующие разлоки, в том числе и для крупных игроков, начнутся только в ноябре 2023 года. Это значит, что до ноября на рынке не будут появляться новые монеты, кроме наград за стейкинг. А на сегодняшний день стейкать могут только крупные фонды и валидаторы. Обычным смертным эта функция пока недоступна. Таким образом, мы получаем, что если фонды выкупают все монеты APT, которые раздали бесплатно, то они в течение года до следующих разблокировок будут получать награды за стейкинг. И уже эти монеты, полученные в награду за стейкинг, они могут продавать. И учитывая, что они владеют всеми монетами текущей эмиссии, они могут делать с ценой токена все, что угодно. Так если с ценой могут делать все, что угодно, то куда чисто теоретически она будет двигаться? После старта продаж было замечено, как все продавали токены, полученные бесплатно, и кто-то даже хотел сразу продать 189 тысяч монет, что еще больше привело к падению. С точки зрения движения цены, я пока мало что могу сказать об APT, потому что это совершенно новая криптовалюта. На первый взгляд, Aptos выглядит сильно переоцененным. Рыночная капитализация превышает 1 миллиард, а полная рыночная капитализация составляет более 7 миллиардов. Однако, если детально проанализировать, то некоторые основы начинают прорисовываться. По данным Aptos Explorer существует более 1,5 миллионов адрес кошельков, а по данным ADA Start Explorer у Cardano около 2,3 миллиона адрес кошельков. Это означает, что Aptos находится на пути к тому, чтобы превзойти Cardano по количеству пользователей в течение 2 недель после запуска. А основная сеть Cardano была запущена более 5 лет назад. Но дело в том, что количество адрес кошельков на Aptos не обязательно соответствует количеству пользователей. В этом случае кошельки Aptos Petra и Mertian имеют около 1 миллиона загрузок только в Chrome. Это была бы впечатляющая
пугающая статистика, если бы не тот факт, что в протоколах DeFi Aptos заблокировано всего около 17 миллионов долларов. Что расстраивает, так это то, что статистика показателей также не соответствует статистике на сайте Aptos Dapps. Например, протокол стейкинга ликвидных APT Tortuga имеет общую заблокированную стоимость почти в 3 миллиарда долларов, при этом депонировано более 330 миллионов APT. Это говорит о том, что некоторые ранее инвесторы, члены команды и, возможно, даже фонд Aptos тайно делают ликвидные ставки, и эта деталь не отмечена в токеномике APT. Также было бы неплохо точно знать, сколько DEX приложений есть на Aptos и сколько уникальных кошельков на самом деле их используют. DeppPrader еще не начал отслеживать DEX приложения Aptos, но список приложений в кошельке предполагает, что по крайней мере 20 запущенных и работающих приложений. Это неплохо для совершенно нового блокчейна. Но суровая реальность такова, что почти все движение цены APT до сих пор было вызвано спекуляциями от фондов и разработчиков. И такая же картина явно будет наблюдаться в будущем. Поэтому инвестировать в проект достаточно рискованно. Блокчейн сам по себе молодой, стейкать монеты пока нельзя, а даже когда появится эта возможность, процент будет не более 7. Единственный вариант получить прибыль от проекта — это участвовать в будущих airdropах, бесплатных раздачах токенов за установку приложений и так далее. Но сами понимаете, много на этом не заработаешь. В любом случае за проектом будем пристально наблюдать. И если появится вариант на нем заработать, вы первыми узнаете об этом в нашем телеграм-канале. Поэтому подписывайтесь. Вам спасибо за просмотр, поддерживайте это видео лайком и увидимся очень скоро. Пока!